Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание Светлой Пасхе. Поговорим о том, что нужно делать на саму Пасху. Напоминаю вам, что в этом 2024 году Пасха у нас наступает 5 мая. Так вот, что нужно сделать, чтобы весь год в доме были деньги. Также мы с вами поделимся в этом видео и магическими словами, которые вам нужно обязательно произнести именно в этот день, 5 мая, в Пасху. И обязательно весь год в вашем доме будут деньги. Давайте разбираться далее, друзья, все более подробно. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии поздравьте, пожалуйста, каждого с Пасхой. Не бойтесь писать те слова, которые вы считаете нужным. Просто можете написать «Христос воскресе», и пусть другой, кто смотрит это видео, напишет «Воистину воскресе». Таким образом происходит обмен энергиями между людьми. Только, пожалуйста, пишите с радостью, пишите с любовью. Это очень важно. Все-таки великий праздник, и сходит божественное тепло и энергия. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень-очень приятно. Итак, друзья, мы уже с вами подходим к очень знаменательной, очень важной дате для каждого православного. Это к Светлой Пасхе, которую мы все с вами будем отмечать 5 мая. И здесь очень важно знать, что же нужно сделать на саму Пасху для того, чтобы действительно прожить следующие 365 дней в изобилии, в достатке и благополучии. Дело в том, что вы должны понимать и о том, что Пасха в первую очередь это праздник обновления, это праздник возрождения, это праздник нового. И очень важно, чтобы вы в этот день посвятили время себе, своим близким, родным. И обращаем ваше внимание, будет очень здорово, если в этот день вы сможете пойти посвятить пасочку, пасочку, яйца, колбаску, сыр. У каждого это свое, и это нормально. Также, девочки и мальчики, обязательно зайдите в церковь, обязательно купите свечи, обязательно поставьте их дома и тоже зажгите. Не забудьте прочитать молитвы, которые в этот момент будут, которые вам будут, знаете, идти от чистого сердца. Ну, а что же нужно сделать на Пасху, чтобы весь год удачи и богатства вас не покидали? Первое, друзья, что нужно сделать, это постараться как можно раньше встать. Считается, что в этот день, в Светлую Пасху, человек чем раньше проснется, встанет, тем счастливее и благополучнее будет его год, в том числе и в финансовых делах. Только обращаем ваше внимание, многие почему-то люди трактуют это следующим образом, что нужно проснуться как можно раньше, посмотреть в окно и дальше лечь спать. Нет, девочки и мальчики, вы, во-первых, должны проснуться как можно раньше. После этого вы проснулись, обязательно улыбнитесь себе, поблагодарите высшие силы, поблагодарите Вселенную, Бога за этот прекрасный, чудесный день. И, конечно же, начните готовиться к празднику, потому что у каждого из нас есть семья, есть близкие, родные люди. Конечно же, нужно провести этот день достойно. Далее, что нужно сделать? Конечно же, постараться накрыть богатый и изобильный стол. Постарайтесь на Пасху не скупиться на угощениях для домашних, для гостей. Считается, что чем богаче и наряднее будет ваш пасхальный стол, тем богаче будет и год. На столе помимо традиционных яиц, кулича, пасхи обязательно должны быть сладости. Также, если у вас в семье, в доме есть дети, подготовьте им подарки. Не обязательно должно быть что-то дорогое. Это может быть просто символическое. Но помните о том, что детская радость, она особая.
она не испытывает какой-то злости, зависти. Ребенку, если нравится, он с счастливыми глазами бежит, открывает этот подарочек, рассматривает и так далее, и так далее. Он в этот момент отправляет определенные энергии к вам. Поэтому обязательно, если вы знаете, что к вам или кто-то придет в гости из ваших друзей, знакомых, обязательно подготовьте. Не обязательно должно быть, еще раз делаем акцент, что-то дорогое. Есть люди, которые любят почему-то на Пасху дарить золото, машины и так далее. Не стремитесь. Здесь главное внимание. Это вы должны понимать. Также постарайтесь, чтобы ваш действительно стол был изобильный. Достаньте самую красивую посуду. Обязательно накройте стол той едой, теми вкусностями, которые вы любите, которые любит ваша семья. Если у вас в этот день на столе будет посуда, которая будет со сколами, где-то со встречными, обязательно убирайте ее со стола. Ни в коем случае в этот день не то чтобы нельзя, вот категорически нельзя пользоваться такой посудой. Также проверьте, чтобы у вас на столе была медовница обязательно с медом, обязательно, если сахарница должна быть полная с сахаром, сольница обязательно с солью. Если вы используете фруктовницу, то обязательно это все должно быть обязательно наполнено, быть в изобилии. И очень важно, перед тем, как вы будете присаживаться за стол со своими гостями или в своем малом кругу, обязательно поблагодарите высшие силы, поблагодарите Бога за этот стол и пригласите, чтобы у вас так всегда было в доме. Конечно же, есть у людей какие-то проблемы, какие-то нюансы, и, конечно же, люди очень сильно переживают, а как, что и так далее. Вы должны понимать, что именно в этот день вам нужно отпустить все темные мысли из головы. Потому что сегодня вы их не решите при всем своем желании. Вы только, возможно, сами себя заставите верить в какой-то негатив. И еще, если вы умеете придумывать что-то, то и вы еще можете придумать какую-то страшную историю и вот в этом жить. Помните о том, что вот Пасха, она светлая Пасха. Это божественный день, когда, наоборот, нужно созидать, творить именно мыслями. И у вас это обязательно все получится. Также обязательно в этот день, 5 мая, проводите ритуалы со святой водой. Самый простой ритуал, который вы можете провести в этот день, 5 мая, это умыться святой водичкой и попросить у Бога всего того, что вам нужно. Только большая просьба, просите именно того, что искренне вы хотите. Также посмотрите, чтобы умылись не только вы, но и члены вашей семьи. После умывания ни в коем случае, если вы умылись святой водичкой, ни в коем случае не вытирайте полотенцем. Обращаем ваше внимание. Кроме того, такой святой водичкой вы можете окропить и углы своей квартиры или своего дома. Добавляйте воду, которой вы поливаете растения. Кроме того, еще этой святой водичкой именно в этот день, в Пасху, великий праздник, вы можете окропить кошелек или то место, где у вас, например, хранятся деньги. Это не значит, что нужно чуть ли не туда вылить пол-литра. Нет, друзья, именно окропить. Обращаем на это ваше внимание. Далее, не забудьте провести ритуалы с пасхальным яйцом. Как это делается? Вы должны между домочадцами обмениваться крашенными яйцами. И когда вы отдаете яйцо другому человеку, именно из вашего окружения, на нем обязательно должна лежать монетка. И важно эту монетку не уронить. Саму монетку забрать на удачу и носить с собой в кошельке или в кармане на протяжении всего года. Также обращаем ваше внимание, что на вашем пасхальном столе обязательно должен быть мед. Также в этот день наши предки проводили денежные ритуалы с медом. Например, возьмите купюру, монету или какое-то драгоценное украшение и можете обмазывать медом. И в течение года носите его с собой в пакете. Тогда, особенно когда у вас предстоит какое-то важное денежное дело. Например, когда вы покупаете, например, ту же квартиру или машину, или наоборот вы идете на какое-то собеседование, у вас какие-то очень важные дела. Это очень важно.
Кроме того, на Пасху и в течение пасхальной недели, вы помните, что у нас 5 мая это Пасха, и потом еще целую неделю идет у нас Пасха. И очень важно делать как можно больше добрых дел. Не обязательно деньгами делиться, девочки и мальчики, вы можете просто людей угощать. Не хотите людей угощать, вы живете одна или один, и вы обижены на людей, бывает всякое, угощайте животных, угощайте птичек. В этот момент себе представляете, что вы угощаете мир, потому что через птиц, через бездомных животных это также идет определенная информация. Помните о том, что чем больше вы отдаете добра, тем больше к вам придет. Только не стоит это ждать, что вы сегодня это сделали доброе дело, и буквально завтра это все к вам вернется. Так не работает. Обращаем на это ваше внимание. Далее, друзья, на Пасху постарайтесь стол застилать новой зеленой скатертью, потому что именно такая скатерть поможет привлечь богатство в этот день в ваш дом. Ну а под скатерть не забудьте положить монетку. Если вы не найдете новую зеленую скатерть, то в таком случае найдите и купите зеленые салфетки именно зеленого цвета. Далее, вы на Пасху можете украсить стол и дом купюрами, монетами и любыми символами, которые именно вам напоминают о богатстве, о изобилии, о достатке. Это не значит, что нужно просто развесить в хаотичном порядке. Нет, вы на интуитивном уровне должны об этом именно прочувствовать. Далее, если вы будете идти в церковь на службу, то обязательно возьмите с собой купюру. Далее, нужно отстоять службу, зажав в левой руке купюру. После службы обязательно ее нужно пожертвовать на храм, и тогда весь год вы не будете знать безденежья. Когда вы будете жертвовать на храм, скажите: на храм отдаю, деньги жду. Далее, когда вы будете красить яйца, в посуду, в которой вы будете красить яйца, бросьте монетки. Только в данном случае, обращаем ваше внимание, вам нужно красить яйца только с использованием природных материалов. Что это значит? То есть мы не используем те краски, которые продаются в супермаркетах, магазинах, мы используем или луковую шелуху, мы с добавлением, например, дубовой коры, или мы используем, например, свеклу, мы используем куркуму и так далее. То есть только не искусственное, именно природное. И потом эти монетки нужно класть в красный мешочек и запрятать в укромное место в вашем доме или носить с собой как талисман. Такой красный мешочек также нужно будет сшить самим. Многие спросят, что это должен быть, какого размера и так далее. У каждого свое. Это может быть буквально 3 на 3 сантиметра или 3 на 6 сантиметров. Вы на интуитивном уровне это прочувствуете. Кроме того, пасхальным утром, то бишь 5 мая, выйдите на улицу и внимательно смотрите, кто идет первым вам навстречу. Если мужчина, то знайте, что весь год дела будут спориться, и будет год благоприятный в плане финансов. Ну, а если вам женщина идет, то стоит быть все-таки осторожнее, осмотрительнее и не ввязываться ни в какие рискованные и сомнительные дела. А также нужно осторожнее принимать решения, которые будут связаны с деньгами, с достатком вас и вашей семьи. Далее обязательно в Пасху обязательно накормите бездомных животных, накормите птиц. Если вы по дороге, например, вы гуляете в Пасху, да, или вы что-то делаете, и где-то вы идете кого-то поздравлять, и вы не встретите бездомных животных, то бросьте тогда какую-то еду, крошки птичкам. Считается, что в таком случае весь год Вселенная будет к вам щедра.
Кроме того, когда вы будете готовить на стол, обязательно на стол, на пасхальный стол, обязательно добавляйте корицу, потому что считается, что именно корица – это та специя, которая помогает привлечь богатство. Ну, конечно же, вы можете использовать и палочки корицы для декора праздничного стола. Но обращаем ваше внимание, палочки корицы и мед должны быть настоящими. Сейчас умельцы умеют сами палочки корицы делать, поэтому почитайте в интернете или пораспрашивайте, действительно ли это палочки корицы настоящие. Мед то же самое, потому что очень часто мы покупаем мед, кто не разбирается, и получается он просто ест сахар, а не настоящий мед, то, что производят именно пчелки. Друзья, вот такой вот важной и ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться. Еще один момент, то, что мы вам говорили. Мы в описании к этому видео оставляем вам две молитвы. Молитва Николаю Чудотворцу и молитва на срочные деньги, которая читается к Спиридону Тремифунскому. Если вам требуется действительно привлечь какую-то конкретную сумму денег очень срочно, то именно в Пасху на 5 мая прочитайте эти слова. И обязательно придет сумма, которая вам нужна. Но эти две молитвы, девочки и мальчики, еще раз напоминаю, будут в описании к этому видео. Поэтому перепишите, сделайте скрин, но обязательно 5 мая прочитайте. Но большая просьба, если вы будете читать две молитвы, то прочитали сначала одну молитву, вот, которая вам интуитивно понравилась, или вот вы хотите прочитать, да, а потом через время другой. Не нужно сразу все вместе вот делать такое вот хаос. Хорошо? Друзья, мы всех поздравляем с Великой Пасхой, желаем всем здоровья, мира, благополучия, изобилия, достатка. Пусть в вашей жизни будет только гармония, любовь и все то, что вы желаете и хотите. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.